Привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня я готовлю обалденную вкусняшку из творога. Все очень быстро и просто, и все продукты уже есть в вашем холодильнике. Обязательно приготовьте, вы будете в восторге. В миску кладу 600 грамм творога. Творог можно брать любой жирности, у меня творог 7%. У 3 яиц отделяю белки от желтков. Белки выливаю в отдельную миску, а желтки добавляю к творогу. О, мне попалось счастливое яичко с 2 желтками. Люблю приятные сюрпризы. А вам часто попадаются яйца с 2 желтками? Поделитесь в комментариях. Мне двойной желточек попадается очень редко, но тем приятнее сюрприз. Добавляю к творогу 100 грамм сахара. Сахар можете класть по вкусу, добавлять больше или меньше, как вы больше любите. И обязательно добавляю чайную ложку ванильного экстракта или ванильного сахара для аромата. Кладу 200 грамм сметаны. Сметану можно заменить йогуртом, получится тоже очень вкусно. И йогурт можно брать с разными вкусами. И кладу маленькую щепотку соли. А вы знаете, почему в выпечку добавляют соль? Если знаете, напишите в комментариях. И добавляю 40 грамм кукурузного крахмала. У меня кукурузный крахмал, с ним получается нежнее, чем с картофельным. Остается только хорошо пробить творог блендером. Пробиваю вот до такого однородного состояния. Чем лучше проблендерите творог, тем нежнее получится запеканка. Благодаря этому ее текстура будет невероятно нежной, и в готовом виде вы даже не узнаете творог. Поэтому и взрослые, и дети едят такую творожную выпечку с большим удовольствием. Какой нежный творожок получился после блендера, просто творожный крем. Теперь беру 3 белка, которые отделила в самом начале, и взбиваю миксером до пышной пены. На взбивание уйдет не больше минутки. Посмотрите, какой нежный белок получился, как пушистое облачко. Добавлю пару ложек белка к творогу и перемешаю. И теперь смешиваю оставшиеся белки с творогом. Можно белки добавить в творог, можно наоборот творог к белкам, это не важно. У меня просто миска с творогом маловато, белки сюда уже не влазят. Перемешиваю. И посмотрите, тесто уже готово. Видите, какое оно нежное и воздушное. И все это благодаря пробитому творогу и взбитым белкам. Теперь беру форму для выпечки и выливаю тесто в форму. Ставлю в горячую духовку, температура 160 градусов и время выпечки примерно 35-40 минут. Моя запеканочка готова. Посмотрите, какая она нежная и воздушная. Я даже не стала ее зарумянивать, чтобы она получилась очень нежной. А такую творожную запеканку, я думаю, уже смело можно назвать чизкейком. Приготовь, поделись, подпишись. Посмотрите, как она дрожит, как суфле. Если любите горячую, подавайте в горячем виде, а можно и остудить. А теперь самое главное, и это тот секрет, который сделает этот простой творожный десерт настоящим шедевром. Смешиваю пару ложек сметаны с ложечкой сахара и толстым слоем обильно смазываю запеканочку. И я не знаю еще более обалденного вкуса, чем сочетание клубники со сметаной. Ну, разве что клубника со сливками, но это почти то же самое. Выкладываю клубничку, получается просто нереально красиво, правда, друзья? Выглядит как крутой десерт из ресторана, уже не терпится попробовать кусочек. Получилось очень-очень нежно, текстура творога просто обалденная, а в сочетании со сметаной и клубничкой ну просто улет. Конечно, можно подать запеканку не только с клубникой, но и с любыми ягодами, фруктами.
Летом вы всегда можете украсить запеканку свежей малиной, вишней или черешней, взять персики или смородину. А когда нет свежих ягод, я просто пробиваю блендером замороженные ягоды и поливаю запеканку сметаной и ягодным соусом. Вкуснятина, я вам скажу, бесподобная. Обязательно попробуйте, не забудьте сохранить рецепт и поделиться с друзьями. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Я просто обожаю придумывать новые рецепты, поэтому вас ждет еще много вкусного, интересного и красивого. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся!